Всем привет! Вы на канале Посмотри на мир, и сегодня мы хотим вам рассказать об одном из удивительнейших городов Таиланда, а именно про Бангкок. Мы живем в Таиланде уже больше года, и каждый раз Бангкок нас удивлял чем-то новеньким. И вот мы собрали весь материал, нашли самое интересное и спешим поделиться с вами. И пока мы начинаем, не забудьте подписаться на канал и оставить комментарии, они мотивируют нас улучшать наш контент. Первым местом, куда мы отправились, был музей Эреван. Если вы когда-нибудь мечтали побывать в горе слона, увидеть мир его глазами, то вам точно сюда. Музей выполнен в виде трехголового слона, стоящего на здании. Его архитектор Лека Вириапан вложил свою душу во многие проекты Таиланда, и это место стало одним из них. Ну а после исторической справки давайте заглянем в здание музея и посмотрим, что оно скрывает. Внутри здания мы увидим очень красивую винтовую лестницу, украшенную глиняной посудой, а также потолок, выполненный из витражного стекла. Стены и потолок просто потрясают своими деталями. К моему удивлению, в здании было еще 4 бронзовые колонны, которым я не придал сначала значения, но при детальном рассмотрении понял, что на них изображено 4 основных направления религий. Во многих проектах Леки Вириапана встречаются попытки объединения религий и желание донести одну очень хорошую идею о том, что нужно жить дружно. Здание музея хоть и выглядит пустым, но может уйти не один час на разглядывание мелких деталей, таких как, например, держатель перил, выполненный в виде головы слона. Как выяснилось, на самом верху, поднявшись по всем витиеватым лестницам, вы попадаете в самого слона. Внутри слона расположился буддийский храм, куда приходят местные жители помолиться и подумать о вечном. Вся территория музея украшена статуями слонов, а также есть очень много тихих зон отдыха, и это несмотря на то, что музей расположен между 3 автомагистралями. Ну а мы движемся дальше, и следующей точкой нашего маршрута стал музей современного искусства МОКА. МОКА – это музей современного искусства, и это видно даже по его архитектуре. Здание спроектировано таким образом, что свет в нем постоянно меняется, в зависимости от времени суток и положения солнца. Мы советуем вам приходить сюда за час до зенитного солнца, ведь именно в это время можно увидеть самый невероятный рисунок и устроить себе красивую и незабываемую фотосессию. Если вы интересуетесь современным искусством, то обязательно посетите это место. В нем собраны произведения тайских художников, скульпторов, а также выставки европейских художников. Цель этого музея – познакомить посетителей с тайской культурой и этникой, познакомиться с произведениями нашего времени на буддийскую, социальную тематику и не только. Картины всегда выполнены в ярких, насыщенных, жизнерадостных тонах и сильно отличаются от привычного нам повествования. В музее 5 этажей, и каждый этаж расскажет вам свою историю, окунет в атмосферу культуры необычной для вас страны. Ну а для того, чтобы завершить наш тур по музеям, мы переместимся в старый город Аютхая. Это город, который находится в 70 километрах от Бангкока. Аютхая, или Пхра Накхон Си Аютхай, был основан в 1350 году королем Утхонгом. По древним легендам, к 1700 году в городе жило более 1 миллиона человек, и это считался крупнейшим городом на земле. Несмотря на то, что город уже давно разрушен, современные технологии не прошли его стороной, и теперь можно скачать приложение и посмотреть, как выглядели здания до разрушения. Мы тоже скачали, сейчас будем смотреть. Исторический город Аютая – это объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Это комплекс исторических достопримечательностей, располагаемых на территории современного города. На территории комплекса можно увидеть останки Королевского дворца, многочисленные останки зданий, храмов, оборонительные форты и многое другое. Для многих из вас город Аютая может быть знаком по фото, на котором изображена голова Будды, застрявшая в корнях деревьев. Вы будете удивлены, когда узнаете, что голова находится на уровне метра от земли.
И рядом с ней сидит человек и следит за тем, чтобы люди, которые ее фотографируют, были ниже. И это связано с тем, что человек не может быть выше Будды. Вот такая вот особенность. А также из интересных особенностей я могу сказать, что каждый из вас уже так или иначе видел этот город. Ведь именно здесь снимали Дворец Ордена Света, фильм Mortal Kombat, либо Смертельная битва, у кого как был в переводе в 90-е. Для того, чтобы обойти весь комплекс, нужно запастись временем и желательно брать с собой что-нибудь от солнца. После такого насыщенного дня мы решили встретить закат в одном из удивительных мест Бангкока, но по дороге к нему увидели этого увлеченного регулировщика. Такие тут у каждого крупного здания помогают людям выехать и при необходимости останавливают движение на полосе. А самым удивительным и красивым местом в Бангкоке для встречи заката является, конечно же, башня Куб, а именно ее смотровая площадка. Во время подъема на лифте вас ждет целое представление, потому что лифт будет летать по всему Бангкоку мимо основных достопримечательностей и покажет, где же расположена башня и почему она такой интересной и причудливой формы. Возможно, вы сейчас зададитесь вопросом, что же уникального в этой башне Куб и почему именно сюда стоит приходить встречать закат. Так вот вам ответ. Эта башня имеет стеклянную террасу на высоте 310 метров над уровнем моря, а соответственно можно сделать шикарные фотографии и увидеть весь Бангкок и встретить незабываемый закат. Интересный факт. Всем, кто выходит на стеклянный пол, дают бахилы, поэтому неважно в какой вы обуви. А закат здесь и вправду фантастический, и стоит того, чтобы приехать и это увидеть. Находясь в Бангкоке, не зайти в буддийские храмы будет большим упущением. Тем более, все туристические и самые интересные храмы очень удачно располагаются у русла реки Чебхай. Поэтому смело покупаем билет на паром и мчим смотреть все храмы. Начнем, пожалуй, с самого большого комплекса, это старый город. Не забывайте, что в храм можно заходить только с покрытыми коленями и плечами. На территории старого города самым большим храмом является лежачий Будда. Обязательно загляните в этот храм, так как статуя Будды просто потрясает своим размером. Оно тяжелое какое-то. Выглядит как большой чупа-чуп. Как будто бы я смотрю фильм в IMAX 3D. Каких-нибудь про супергероев. Также тут можно посмотреть историю возникновения тайского массажа и узнать, кто действительно ему обучался. Это поможет вам попасть к настоящим специалистам этого дела. На территории старого города располагается резиденция короля, и если вам повезет, то вы даже сможете его увидеть. Также вы сможете ознакомиться с музеем королей и увидеть портреты каждого правителя, их кабинеты, прикоснуться к трону первого короля. Здесь определенно есть на что посмотреть. Ну а мы с вами уже перемещаемся на пароме на другую сторону реки и попадаем в храм рассвета, Wat Arun. Этот храм не похож на остальные храмы Таиланда. Он примечателен своей необычной отделкой из черепков и битой керамики.
Я думаю, что у мастеров ушла просто куча времени на это великолепие. Местные жители и туристы очень любят переодеваться здесь в тайские традиционные наряды и фотографироваться на фоне этого храма. Арендовать костюмы вы сможете прямо у храма, и вам даже помогут и расскажут, как правильно их надеть. Самое идеальное время для посещения Ват Арун утром или золотой час, так как днем обычно слишком жарко. В Бангкоке невероятное множество храмов, но если мы начнем рассказывать о каждом, то на этот выпуск затянется на часы. Поэтому мы надеемся, что вы сами сможете прогуляться по храмовым улочкам Бангкока и насладиться этим великолепием. На этом наше знакомство с историей и храмами завершается, и мы отправляемся изучать другие стороны этого невероятного мегаполиса. Прыгаем на все тот же паром, и о чудо, нас доставляет к самому большому и колоритному торговому центру Бангкока – Icon Siam. Вы, наверное, спросите, зачем нам туда идти? А мы скажем, что именно в этом торговом центре на минус первом этаже расположился самый колоритный фудкорт этого города. Он выполнен в виде традиционных тайских улочек и множеством вкусных кафе, в которых можно попробовать все блюда национальной кухни Таиланда. Мы заказали фирменное тайское блюдо национальное, называется пад тай с креветками. Бывает с морепродуктами, бывает с тофу. Например, вот. Но стоит пад тай 50 бат. И мы сейчас находимся в центре Сиам. В самом большом торговом центре. Кстати, даже на крабе он стоит 45-50. Пад тай еще обычно берут и добавляют острый Перец, перец сахар. и сахар. И сверху лаймом обливают. Туда добавляют еще орехи, тофу, обжарку, да? Да, получается. Орехи, что-то еще. И фасоль. Стороны. Кабунка. Денежку не дашь? А, ту? Нет. Значит, за 200. Все? Он еще меньше. По 40? Где обычно в России очередь? В Ашане. В Ашане. Очередь Ашана. Местная Ашана — это Гермес. Также в этом торговом центре есть Golden Line, где продаются большинство именитых брендов. И можно увидеть, как местные жители стоят в очереди в очередные Gucci и Louis Vuitton. И понять, что на самом деле жители Таиланда достаточно обеспеченный народ. Зачастую в этом торговом центре проводятся различные фестивали, которые скрасят ваше времяпрепровождение. Да я думаю, каждый из нас найдет чем заняться. Как минимум, можно выпить вкусный кофе, затариться санкционкой и пройти обучающий курс по работе с каким-нибудь приложением в Apple центре, сходить в хороший кинотеатр и вкусно поесть. Вообще, я считаю, что торговый центр Бангкока — это отдельный вид туризма и развлечения в этом городе. Люди сюда часто приезжают из разных стран на шопинг-туры. Также самую дешевую технику Apple мы видели именно здесь. Особенно если не забыть сделать налоговый вычет в аэропорту. Так как мы заговорили про торговые центры, то нельзя не упомянуть и наш самый любимый из них. Без покупок мы отсюда ни разу не выходили.
Если вы любитель аниме-фигурок, игр, то вы нас поймете. Это центр Плаза, 6-этажный торговый центр, сверху донизу заполненный наикрутейшими аниме-фигурками, настольными играми и играми для консолей, фототехникой и лего. Мне кажется, тут есть просто все. Здесь продают фигурки из любых аниме, игр и даже фильмов, от последних изданных до настоящего олдскула. Тут вы можете найти фигурки от самых маленьких до самых больших, а если быть упорным и внимательным, то можно забрести в отдел с фигурками 18+. Да ну нафиг. Серьезно? Смотри, у меня даже маникюр есть. Если вы любитель всего этого и соберетесь зайти в Мегаплазу, то будьте уверены, что вы потратите весь день, настолько тут много всего. А под конец даже уже начинают болеть глаза от рассматривания ярких красочных витрин в поисках ваших любимых персонажей. Диснеевские принцессы с принцами. Как здесь Халк затесался, не знаю, не спрашивайте. Обязательно запаситесь временем для похода в Мегаплазу. Лучше приезжать сюда в выходной день, так как в будни половина магазинов может быть закрыта. И помните, он работает только до 16 часов. А посмотреть вам захочется каждый этаж. Есть прям очень маленькие фигурки. По 60, по 80 бат. Есть фигурки сантиметров 20, по 750, по 650. Все зависит от популярности аниме, популярности персонажа. Зависит и от размера фигурки зависит цена. На 5-м этаже вы можете найти, я думаю, любые запчасти для любых фотокамер. Тут производят починку камер, ремонт, восстановление. Ну, собственно говоря, продажу камер, объективов, штативов, всего, что может пригодиться, отражатели. Даже, скорее всего, в фотостушке можно найти. После похода в Мегаплазу у вас останется время на одну из главных достопримечательностей Бангкока, а именно китайский квартал, который находится рядом. Вам просто нужно будет перейти через мост и пройти всю торговую улочку с различными интересными мелочами из Китая. Красивая показывает. Если в России и в странах СНГ лапша — это средство выживания, то здесь это деликатес определенного вида. Потому что видов лапши бесконечное множество. И мало того, что бесконечное множество, она еще содержит мясо и вкусное. Больше чем уверен, что вот эта вот чашечка внутри еще она разогревается. То есть заливаешь кипятком, она, ну не кипятком, а водой. Там взаимодействует реакция и нагревает внутри. Есть аннотация? Только QR-код есть. Ну прогресс неумолим. Кому не лень, вот QR-код. Можете попробовать отсканировать, а вдруг узнаете, как правильно готовить эту лапшу. Есть вот такая лапша. Как вы поняли, здесь можно найти все. Ну или почти все. А если здесь все не найдете, на соседней улице обязательно найдете то, что вы не нашли там. Здесь, кстати, прикольно, вот, что в Таиланде есть улицы, там, например, улицы, где продают чисто кубки и медали. Улицы, где продают только деревянные изделия, там, двери, столы. А улица, где продают еду. Вот, курочки, овощи, блинчики. И да, мы сейчас в китайском квартале. Если кто-то хочет экзотики, то вам сюда. Особенно лучше ехать в вечернее время, можно найти всяких жуков, скорпионов и прочее.
На основной улице вы сможете найти еду китайской и тайской культуры. Тут вас накормят акульими плавниками, супом из ласточкиных гнезд, напоят настоящим китайским чаем. О, твоя любимая. Самые кузнечки. Ой, тараканы. Лучше только не тараканы. Пожалуйста, если ты сейчас тараканы, то точно тебе целовать. А если вы увидите длинную очередь вдоль улицы, то не спешите проходить мимо. Это очередь макашницы с пышками, которые уже несколько лет получают свою звезду от Мишлен. Да-да, вы не ослышались, именно Мишлен. Если вы думаете, что места, которые они отмечают, всегда очень дорогие, то это не так. В Азии мы видели много стритфуд мест, которые были отмечены звездами Мишлен, и это одно из них. После вкусной еды в этом квартале можно дойти до традиционной китайской арки. В ночное время ее красота раскрывается еще больше из-за подсветки. На следующий день мы продолжаем наше путешествие по Бангкоку и отправляемся в его центр, к еще одному торговому центру под названием MBK. Мы едем сюда не только ради покупок, но и для того, чтобы вкусно и интересно поесть. Собственно говоря, когда мы в Бангкоке, мы ходим в 3 места. Иппуда рамен. Это прям обязательно с дороги супчика покушать. Вот в эту кафешку, к сожалению, не помню, как называется. Оппаек. Оппадаек. Покушать курицу в сыре. Мы сейчас покажем. И в My Dream Cafe. Собственно говоря, когда мы в Бангкоке, мы очень часто приезжаем на эту улицу, где находятся 3 торговых центра к ряду. MBK. Тут можно купить всякую технику, поддержанную и нет. Плюс тут проходят всякие фесты и прочее. Также Siam Discovery. Вот, но он у нас обычно как промежуточный. Вот. Собственно говоря, в MBK мы любим покушать. И также мы Central Siam тоже любим покушать, там как раз есть иппуда и Мэрин любимый напиток. А также, что интересно, если пройти чуть дальше пешком, не надо машины, там буквально 3 минуты идти, есть Central World, там проходят фесты, там проходят выставки, и там тоже очень много вкусной еды и красивых, приятных мест. Также там есть True Cafe, бесплатное кафе, точнее не кафе, а workspace. Нам принесли вкусняшку. Хотите кушать? Да. Курочка в сырочке. Дальше каждый кусочек курочки закручивается в сырочек. Потом мы думаем, из-за чего мы такие толстые.
Вот она, счастливое лицо человека. Меня уже не лень. Да, на самом деле, вот то, что нам приготовили, 12 кусочков, на двоих это много. Даже если просто без риса кушать. Кафешка называется Подъек. Также в MBK есть очень необычное место – Maid Cafe. Для тех, кто не в курсе, Maid Cafe – это кафе, в котором работают девушки в костюмах горничных. Они обычно дружелюбные и милые. Раз в час они выступят для вас с танцем или песней. И если вы пришли в плохом настроении или с каменным сердцем, то они обязательно исправят эту ситуацию и развеселят вас, создадут настроение. Выходя со второго этажа, можно сразу попасть на эстакаду, соединяющую MBK, галерею начинающих, но уже именитых художников и композиторов, и центр Discovery. На эстакаде можно сделать очень крутые фото. Это еще одно знаменитое туристическое инста-место. Не забудьте тут сфотографироваться на фоне проезжающих мимо поездов метро. А тем временем мы дошли до Central World. Это тоже торговый центр, но рассказать я хочу не о нем, а о том, что в нем проводятся шикарные фестивали. Мы попадали на несколько из них и были под большим впечатлением. Например, это фестиваль японской культуры, на котором можно прийти в косплее или даже купить косплей себе прямо там, персонажей из аниме. Пообщаться с тайскими айдол-группами, певцами, танцорами и просто весело и хорошо провести время. А в один из наших следующих приездов мы попали на фестиваль, посвященный кей-поп культуре, где команды из Таиланда соревновались за возможность поехать в Корею на главный кей-поп конкурс страны. Ребята очень круто показали себя, но удивило нас больше не это, а то, что в промежутке между выступлениями организаторы предлагали всем желающим выбежать и станцевать кей-поп танец под музыку. И не было предела моему удивлению, когда ребята выбегали и также четко повторяли любимые танцы из разных клипов. Смотреть это очень классно. Настолько, что мы залипли и просмотрели весь фестиваль. Как потом выяснилось, в некоторых школах Таиланда изучают танцы прямо на уроках физкультуры. А по стране есть много студий, которые обучают ребят, записывают их выступления и песни, помогают тем самым попасть в индустрию и записать свое имя в историю кей-поп культуры, как это в свое время смогла сделать Алиса Манабан, участница знаменитой кей-поп группы Blackpink. Она очень вдохновляет тайцев на то, что такой ошеломительный успех может достигнуть каждый при должном упорстве. Бангкок – это удивительный город, который сможет удивить и порадовать каждого, вне зависимости от ваших интересов и достатков. Это многогранный и противоречивый город. Каждый сможет найти здесь себе занятия на любой вкус. Бангкок – это определенно тот город, в который вам захочется вернуться снова. А на этом мы прощаемся. Подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии, ведь именно они придают нам сил на создание новых выпусков. До новых встреч. Пока-пока.